Друзья, всем привет! В этом видео воду лить не буду, будет все по существу. Короче говоря, хочу заанодировать 3 вот этих корпуса для реактивных двигателей. Делать буду в первый раз и постигать буду все это дело с нуля. То есть я никогда этим не занимался, только лишь немножечко прочитал, начитался и буду пробовать уже сразу делать. Нужно подготовиться, собрать все необходимые компоненты. Ну а вы, собственно, можете полицезреть, как это у меня получится. Для начала покажу, что есть. Во-первых, 3 корпуса. Во-вторых, есть красочка, в которую мы будем в последующем окрашивать. Эта краска очень качественная, очень хорошая. И разводится она на 7,6 литра. Хранить можно довольно-таки долго, около года потом, если развести в дистиллированной воде. Специальная краска для анодирования. Мне друг прислал из Америки, поэтому где взять, не знаю, ссылок не дам. Это раз. Далее. Купил электролита для аккумуляторов. Состав: серная кислота, разведенная с водой. Как я понимаю, здесь около 40% серной кислоты. Начитался в интернете, что нужно развести 1 к 1 с дистиллированной водой, то есть понизить концентрацию серной кислоты в 2 раза. Водички что-то я маловато приобрел, потому что нужно и красочку разводить, и электролит делать. Ну, это дело мы поправим. Потому что до этого еще далеко. Нужно создать ванну. Ванна может быть пластиковая, но обязательно должна быть обложена алюминиевыми листами изнутри, чтобы равномерно ток распределялся при анодировании. Далее мне еще понадобится свинцовый электрод. Электрод свинцовый мне негде взять, поэтому буду его добывать из аккумулятора обычного. Пойду, наверное, сейчас его разобью и будем плавить. Немножечко наплавил на улице. Теперь буду его разогревать на своей печурочке и залью уже в чистую тару. Ух ты, как оно запотело все. Никакой более подходящей тары, к сожалению, нет. А тут уже процесс пошел. Сейчас будем заливать. Такое ощущение, что мало, но буду стараться растянуть. Понеслась. Какая-то хрень получилась. Ах, блин. Не, это так не пойдет. Выставил станочным уровнем П-профиль и в него буду заливать, делать шинки. Так никакого свинца не напасешься. Так, пошла жара. Растекаться не собирается. Блин, а? Я думаю, мы сейчас будем помогать растекаться. Пошел процесс. Ну вот, другое дело. Я думаю, такой полосы мне хватит с головой. Выниманто. Сидит крепенько. Оказывается, проще всего вот так сделать. А вот такая шинка получилась. Честно говоря, даже сам не ожидал, что так классно получится. Вся равномерная по толщине. Из аккумуляторного свинца. Ну, это очень обнадеживающе. Можно двигаться дальше. В качестве ванны для анодирования буду использовать обрезанную бутылку из-под воды. Бутылка была 10-литровая. В нее
установлю модернизированную кастрюльку. Она будет служить распределителем тока. Как я понял, чтобы ток был равномерный по всему диаметру. Далее из того самого свинца изготовил катод. На катод подается минус. Тяжелая вещь получилась. Здесь свинец. Здесь кольцо толстостенное из нержавейки. Ну, сделал из нержавейки, потому что мало ли вдруг оно будет как-то корродировать с электролитом, если из черного металла. Здесь ушки центрирования и прикручено все нержавеечными болтами. Правда, шайбы нашел обычные. Вообще советуют, чтобы площадь электрода была в 2 раза больше, чем анодируемая деталь. Ну, у меня получилось где-то в 1,5 раза больше, просто не хватило столько свинца. Вот что получается, ребята. Пока что имеем такую конструкцию. Внутрь будет устанавливаться деталь, и на нее будет подаваться плюс. И будет кваситься. С технологией процесса я еще пока не определился. Мне Алексей скинул технологию, пригодную именно для этой краски. Но она как-то немножко противоречит тому, что написано у нас в интернете. То есть у нас там по факту одна статья всего лишь, всеми распечатанная, всеми сайтами. Я больше не нашел. Видимо, надо какие-то специализированные книги читать. Ну, в этом видео я по-любому постараюсь разобраться. Итак, запоминаем. Вот сюда подается минус, а на деталь подается плюс. В общем-то, можно начинать размешивать электролит. По американской технологии электролит должен смешиваться с дистиллированной водой. 3 части воды, 1 часть электролита. По нашей технологии 1 к 1 разводится. Ну, по одной из наших технологий. На самом деле здесь можно варьировать и температурой, и растворами, и много-много чем. Технологий очень много. Мне нужно, естественно, с чего-то начинать, поэтому попробую слабенький раствор, потому что он подходит под вот эту нашу красочку. Естественно, сразу готовую деталь туда пихать я не буду. Это 100%. Нужно поэкспериментировать и нужно чем-то научиться защищать участки, которые не нужно анодировать, потому что анодировка создает слой. И так как у меня здесь кое-где есть посадки плотные, оно потом просто может перестать насаживаться. И все сделано за одну установку. И я бы не хотел бы как-то потом это все растачивать. При разбавлении электролита либо серной кислоты всегда нужно помнить, что именно кислоту либо электролит нужно добавлять в воду, а не наоборот. Обязательно нужно использовать средства защиты глаз, потому что если плесканет в глаза кислота, вам не поздоровится. Ну и иметь на всякий случай запас воды, чтобы можно было быстренько помыть руки, промыть глаза те же, например, вдруг мало ли что. В общем, это дело очень серьезное, ребята. Нужно добавлять кислоту в воду, либо электролит в воду. Итак, давайте попробуем сделать это. Заодно проверим на стойкость бутылку. Потому что у меня будет использоваться с аналогичного материала. Вот. Заливаю дистиллированную воду. Сделаю концентрат. 3 части воды, 1 часть электролита. Так, 2 литра есть. Кстати, взял воду деионизированную. Именно такую желательно использовать. Мало того, что дистиллированная, еще и деионизированная. Вот. И еще 1 часть делаем. Так, 3 литра воды есть. Льем литр электролита. Да, здесь 1 литр. Открываем, надеваем очечи. И давайте пробовать. Ну, электролит на самом деле не так уж прям сильно опасно. Это не чистая кислота. Все равно как-то... Все равно нужно делать правильно. Так, вот видите, идет процесс. Еще советуют размешивать. Ну, вроде бы все нормально, ничего не брызгает. Ух ты. Пошло бурление.
Помню, в детстве папа с чистой серной кислоты делал. Там это все дико грелось. Но он делал правильно. Поэтому процедура прошла успешно. По факту мы имеем 4 литра электролита для анодирования. Обязательно подпишу со всех сторон. Потому что бутылка из-под воды похожа на воду. Не дай бог чайка сделать из такой гремучей смеси. Или кофе. В этой бутылке можно развести красочку. Нужно как-то отмерить 1/8. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот она доза на литр краски. Сейчас будем разводить сухой порошок внутрь. И смотрим, что получается. Какая-то адская смесь пошла. Нужно очень круто размешать. Потом ее еще нужно будет подогревать до 60 градусов. Ну, точнее, от 50 до 60, чтобы лучше насыщалась. Вот что у нас получилось. Такая красочка, ребят. Она явно имеет другой цвет, но на алюминии, я думаю, будет то, что надо. Интересно, когда осядет пена. Очень много пены получилось после размешивания. Именно поэтому, видимо, советуют в маленькой бутылке размешать сначала, а потом добавлять колер в большой объем воды. Ну, я думаю, осядется эта пена. Никуда не денется. Идем дальше. Для защиты деталей купил каптоновый скотч пошире. У меня есть от Алексея несколько бобин скотча, но одна слишком тонкая, одна слишком широкая. Клей этого скотча, по идее, должен выдерживать кислоту в электролите и не растворяться. Мне нужно защищать некоторые участки детали от анодирования. Идем дальше. Взял лабораторный блок питания. Наконец-таки. Вот такой красавчик. Напряжение у него от 0 до 30 вольт. Надеюсь, этого будет достаточно. И регулируется ток. От 0 до 5 ампер. Ну, тут разные градации. В общем, можно будет как угодно все отрегулировать. Необходимый ток еще нужно будет посчитать. Ну, а мы уже начинаем заливать кислоту в наш замечательный реактор. Ну, я думаю, как раз этого объема будет достаточно. Для эксперимента возьму вот эту деталь. Я ее только что обработал. Она на самом деле алюминиевая, не дюралевая. Это какой-то мягкий алюминий. Ну, хочу для начала попробовать ее, потому что это готовая симпатичная деталька для одной моей штуковины. Обточил наждачком мелким и обточил скотч-брайтом. Не полировал, хотя рекомендуют полировать. Нужно теперь создать какой-то вот здесь уверенный контакт с деталью, чтобы ее можно было повесить в центр устройства. Воспользуюсь скотчем каптоновым, чтобы защитить часть поверхности. Посмотрим, как оно среагирует. Для меня такая защита очень и очень важна. Не знаю, для чего советуют мыть сначала в горячей, потом в холодной воде. То есть для меня это какая-то лютая загадка, если честно. Ну, посмотрим. Мы по-всякому попробуем. Для начала вообще мыть ничего не буду. Вот только что свеже обработано наждачками на токарном станке. И протерто чистой тряпочкой. Сделал пружинище, алюминиевый контакт. Если его задавить, он уже никуда не денется, он распирается и жестко контактирует со стенками. Плюсовой электрод выглядит вот так, ребята. То есть это сама деталь и проводник, через который мы будем подавать плюс. Я так посчитал, что вроде бы для площади вот этой вот детали 1 ампера должно хватить. Все, окунаю в ванну и подключаем блок питания. Крайне отвратительный провод шел с блоком питания. Мало того, что вот такие паскудные маленькие крокодильчики, так он еще и очень жесткий, пластмассовый. Надо будет переделать его на проводочки с силиконовой изоляцией.
Они очень мягкие и ими приятно пользоваться. Ставлю все на минимум, токи, напряжение и запускаем. Такими тонкими струечками пошел процесс. Почему-то активно выделяется газ на свинце, на минусовом электроде. Я почему-то считал, что должно быть наоборот. Может быть, я что-то перепутал в блоке питания, потому что здесь вроде бы все правильно. Плюс на деталь, минус на электрод. Допустил одну ошибку. Поставил винт, который крепит центральный электрод к детали, из нержавеющей стали. Почему-то все анодирование пошло в него, и процесс на алюминии не начинался. Заменил на титановый винтик, и вроде бы все пошло. Видно, как от детали идут пузырьки вверх. И движуха пошла. Казалось бы, ребят, какой-то маленький винтик, но напряжение поднялось до 7 вольт с 3. А ток упал с 900 до 160 миллиампер. Надо теперь как-то все это набалтывать и повышать ток. Пузырьки поднимаются. Все отлично. Повысил ток все-таки до 1 ампера. Напряжение теперь 19 вольт. По мере нарастания оксидной пленки на детали напряжение должно будет увеличиваться, чтобы поддерживать тот же самый ток. Потому что сопротивление детали будет расти. Ибо оксидная пленка, она как изолятор работает. Чем ниже температура электролита, тем оксидный слой будет более плотным и твердым. Но окрашивать его будет сложнее, потому что он будет более плотным. Чтобы легко окрасить деталь, применяется более теплое анодирование. То есть холодное это до минус 10. Примерно от плюс 5 до минус 10 нужно поддерживать. Ну а теплое это выше, до 20 градусов примерно. У меня сейчас где-то здесь 10-15 градусов в помещении. Соответственно, электролит имеет такую же температуру. Ребята, интересная тема. Сейчас попробовал краску на просвет. Хотелось посмотреть, какого же она все-таки цвета будет на просвет. Ну, краска оказалась крайне непростая. Моим мега-фонариком, мега мощным, то есть это светодиодный 100-ваттный фонарик. Она, ребята, она вообще не просвечивается. Вообще никак не просвечивается. Вот. Это просто дичь какая-то. Ну вот именно такую краску, видимо, и надо использовать. А так везде советуют анилиновый краситель. Я не знаю, где его брать. У меня краска вообще чисто специализированная. А может быть, это оно и есть. Прошло уже где-то полчаса. Бутылочку с краской поставил на нагрев. Налил горячей водички. И пускай постоит, подогреется. Подогревать нужно до 50-60 градусов. На водяной бане не получилось подогреть, поэтому подогреваю над печкой. Подогреваю и контролирую своим прибором. Уже 42 градуса, осталось где-то 10 градусов и можно будет начинать красить. Растворилась вся пенка. Когда я только размешал, ее было очень много, как пиво. Вот при температуре она активно растворяется. Видно, что горячая. Блок питания мы отключаем. Хватит. Ну, видно, что серенькая деталь. Явно видно. С чем бы так сравнить. Видно, что посерела она. Давайте пробовать красить, ребята. Очень-очень-очень интересно, что получится. Ну, как раз глубина получилась то, что надо. А? Зеленей? Оставляем на 10 минут. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим, какой получился первый блин. Комом или очень даже нормальный и вкусный. Вот она деталь. С пылу жару. Ну, конечно, цвет насыщенный, спору нет. Но что-то как-то немножко не так пошло. Какой-то он с какой-то синевой.
Здесь вот немножко он более зелененький. Больше похож. Его еще нужно проварить. А потом можно будет уже снимать скотч и смотреть, что там под скотчем получилось. Проваривать нужно для того, чтобы закрылись поры и краска уже навечно запечаталась в оксидированном слое. Баночка с водичкой уже на подходе, закипает. Ух ты, что это? Лопнула банка. Только начали процессы, банка лопнула. Да уж. Разберем конструкцию и рассмотрим повнимательнее. Вал я делал из дюрали, ориентировочно D16T. Цвет получился вот такой. На мой взгляд, более приятный. Ну а эта деталь, она алюминиевая. Не знаю, какой сплав. Синевой цвет получился. Тоже вроде бы ничего, интересный. Но хотелось вообще добиться именно вот такого. Салатного зеленого цвета. Давайте теперь посмотрим, что у нас под золотистой пленкой. Я так уже вижу, что все там нормально. О, вот она, защита, как работает. Практически нет ступеньки никакой. Я ничего не чувствую. Немножко, совсем чуть-чуть она покипела. Но слой, такое ощущение, что подзакрепился. Классно, конечно, ребята. Давно я мечтал научиться анодировать. Это был первый шаг. Мне кажется, не зря советуют полировать. Здесь как было блестящее, так и осталось. А эта деталь была матовая. Я ее зачищал скотч-брайтом. И она так матовая и осталась. Ну и еще мы выяснили, что при таком режиме ступенька не образуется. То есть слой анодированный получился очень тонкий. И еще мы выяснили, что внутри оно тоже анодируется. Потому что у меня были вопросы по этому поводу. Будет ли оно там анодироваться или нет. То есть, если я не хочу, чтобы энергия тратилась на внутреннюю часть, нужно как-то ее изолировать. На этом, как вы понимаете, эксперименты не заканчиваются, потому что не достиг я нужной красоты. Подготовил новый образец. Половина обточена алмазным резцом. Ну вот так, как смог. У меня особо маленькой подачи на станке нет. И получается вот как-то так. Оно тоже очень круто, но по сравнению с полировкой очень слабенько. Вот эту область я отполировал. Помыл в ацетоне и можно уже заряжать, пробовать. На этот раз заготовка имеет схожие размеры с реактивным двигателем, точнее с корпусом, и изготовлена с того же самого материала, из которого я точил корпуса на реактивный двигатель. В связи с этим, если здесь хорошо получится при тех настройках, которые я сейчас буду вводить, то я смогу их повторить на корпусе. Не хотелось бы, ребят, полировать, потому что полировка алюминия довольно-таки непростое дело, нужно сильно прогревать. Особенно непросто это на тонкостенных деталях, потому что еще нужно сильно прижимать. И корпус на движок я буду долго полировать. Ну а вот настройки. Написал анодирование по-американски. Вот этот производитель данной красочки рекомендует анодировать именно так. Одна часть аккумуляторной кислоты, 3 части дистиллированной воды. Это у нас есть. Катод лучше свинец, он должен быть большой. Ну, у меня, в общем-то, 1 к 1, хотя 2 к 1 нужно. К сожалению, столько свинца не нашлось. Раствор должен быть 20-25 градусов. И желательно, чтобы жидкость постоянно циркулировала. Ну, я перемешиваю. С этим проблем не было, протравов никаких не было, растравливания, точнее. Все было нормально. Ток рассчитывается, исходя из 1 ампер на 200 квадратных сантиметров. То есть 1 ампер на 2 квадратных дециметра. И 1 час в ванне держать. Потом пополоскать в ванне с дистиллированной водой.
в воду можно добавить немного соды, а потом в краску теплую, а потом кипятить 15 минут уже в воде, в обычной. Посчитал, получилось 170 квадратных сантиметров, то есть где-то 0,9 ампер ток. Ток будет по сути такой же, как и при прошлой детали. Теперь ждем целый час. Здесь видно, что активно пошел процесс. Пузырьки поднимаются. Подходит время, на этот раз краску подогреваю в кастрюльке. Нагреваю до 55 градусов. Промывать буду в дистиллированной воде с содой. Немножко соды. Видно, что деталь немножечко посерела. Уже не такая она блестящая, но какой-то анодирующий слой получился. Промываем. Видимо, сода нужна, чтобы деактивировать кислоту. Так. И в красочку. Ну, надеюсь, огонь сейчас будет. Оп. Очень надеюсь, что будет все красиво. Ладно, опускаем на минутку. И посмотрим в конце. Через минутку выглядит вот так. Очень даже интересненько выглядит. Светленький цвет. Так. Окунаем, квасим дальше. Прошло почти 2 минуты. Цвет офигенный, ребята, если честно. Ну, правда, вот тут вот оно высыхает, он уже не такой получается. Ну, по-моему, очень даже прикольный цвет. Давайте еще немножечко подержим. Понасыщенней будет. Главное, чтобы он не стал слишком темным. Вот первый вариант. Ну, явно он не такой красивый, как вот это. Явно не такой, да? Не, ну мне нравится. Все-таки, когда сделано по технологии, смотрите, как хорошо получается. Уже другое дело, уже похоже на вот этот цвет. Супер. Я думаю, сделаю я корпусочек в такой цвет один. Я вам скажу по секрету, Алексей там еще красочки заказал. И, наверное, когда она придет, я другие корпуски заанодирую в другой цвет. То есть все будут движочки разноцветные. Похоже, второй блин явно не комом получился. И нужно полировать. Видите, здесь оно полированное. Здесь получилось отлично. А даже с под алмазного резца, ну как-то оно не сверх фантастики, если честно. Там не запотеет у меня камера. Ну давайте еще поквасим. Нам не жалко. Просто что мне не нравится при вот этом оригинальном способе анодирования. То есть тут по сути пленка тонкая образуется. А мне хотелось бы, чтобы прямо она такая, как шагрень. Знаете, уже очень твердая и плотная пленка. После кипячения вылил краску, остались какие-то зерна. Какой-то осадок. Если его размазывать, он как с какой-то синевой. Видите, что получается? Что-то непонятное. Я этот осадок, естественно, постарался, чтобы он тут в кастрюльке и остался. Чтобы не переливать его опять в тару. Вот как-то интересно это все. Я читал, что могут быть крупинки. И краску нужно фильтровать. Даже вот такую качественную краску тоже, получается, нужно фильтровать. Чудес не бывает. Ну все. Я думаю, на этом точно можно остановиться. Попробую сейчас закрепить раствор, покипячу в кастрюльке. А вот в этой же кастрюльке я, наверное, и покипячу, помою ее. Чтобы закрылись поры, чтобы закрепить краску. При кипячении в воде начала вывариваться краска и заготовка побелела. Поэтому я ее опять в раствор краски определил. И насыщаю повторно. Что-то я не пойму. Наверное, надо прям в краске ее кипятить. Тяжело быть начинающим химиком. Пошел процесс. Уже один раз даже молоко убежало у меня.
Образовалась пенка. Сейчас, наверное, то же самое произойдет. Надо регулировать подачу газа на баллоне. Результат получился отличный. И вы, наверное, ребята, думаете, что на этом уже, в общем-то, и все. Но не совсем так. Я еще не попробовал наш отечественный, более концентрированный способ и при меньшей температуре. И вообще мне бы хотелось добиться вот такой вот структуры. Видите, здесь оно как бы переливается и имеет такую своеобразную шероховатость. Здесь слой гораздо больше. Ну а здесь слой просто наитончайший. Он ничего не перекрывает абсолютно. Ну красиво. Не поспоришь. Итак, что мы делаем сейчас? Добавлю в наш электролит еще немножечко электролита, более концентрированного. Повышу концентрацию кислоты вдвое. Это будет не 1 к 1, но будет где-то 1 к 1,5, грубо говоря. Хотя сейчас 1 к 3. В общем-то, здорово повышу и буду производить электролиз при пониженной температуре. Печку я специально не включал. Ну вот здесь в подвале 7 градусов. Наверху там градусов 5. Вот наверху мы и будем все это делать. Выточил несколько красивых образцов, чтобы попробовать поиграться по времени и поиграться с разными красками. Хочется попробовать более употребительскую краску, а вдруг покрасится. Сразу все 4 заряжаю и погнали анодировать. Добавляю кислоты. Видно, пошла реакция. При этом из-за того, что уровень поднялся, площадь электродов, касаемых электролита, стала выше, что тоже полезно для анодирования. Собрал пакет, здесь 4 детали для 4 разных экспериментов. Опускаем в раствор и приступаем. Так, все по центру, все нормально. Дал 2 ампера и процесс пошел. Нацепил пакет, а то уже чувствую, как у меня легкие в кислоте растворяются. Вообще, конечно, нужно все очень хорошо здесь проветривать, но вытяжки пока не имею. Поэтому закрыл пакетом и отбиваю пары. Пока идет процесс, съездил за новой краской. Потому что вот это американская, это все хорошо, ребята. Но где же ее брать нашему человеку? Нам нужен какой-то вариант попроще. Вообще должен использоваться анилиновый краситель. Я надеюсь, что это он. Здесь не написано, какой это краситель конкретно. Ну, это краситель для ткани разных цветов. Купить такое можно в хозяйственном магазине. Я, честно говоря, не ожидал, что так легко мне удастся найти. Потому что в интернете я сколько не искал, искал и на Али, кругом искал. Я уверен, что это там все есть, но я найти не смог. Здесь вот видите, какие цвета. Бордо, желтый, черный, синий, зеленый, коричневый и красный. Какие хочешь цвета. Уже даже уже высыпается. Это раз. Еще я заехал в аптеку и немножко других ингредиентов взял. Во-первых, это вот такой вот пузыречек метиленового синего раствора. Он очень синий, очень красивый. Раствор бриллиантов. Это все мы знаем, что такое. 1%. На водяной основе. Ну и марганцовка. Будем экспериментировать, ребята, с общеизвестными красителями. Уже прошло пару часов анодирования. Пока что большого слоя я не увидел. Ну, уже пора разводить красочку, потому что скоро будем пробовать окрашивать. Воду под эту краску тоже нужно подогревать. Поставил на печечку. Ну, а пока небольшое количество засыплю. Написано, что цвет желтый. О, красота какая-то. Ну, а теперь добавляю тепленькую. Написано, что еще 5-6 грамм соды добавить. Пищевая вроде бы подходит. Сейчас сделаем. Все по инструкции. Я думаю, плохого не насоветуют.
Надеюсь, не зря я соды добавил, что там какое-то стало желеобразное. После 2 часов анодирования извлек 2 колечка. Одно верхнее получилось темно-серое, а 3 светло-серые. Не знаю, с чем это связано. Возможно, что здесь вот гайка из нержавейки была. А нержавейка очень сильно влияет. Хотя она электролита и не касалась, но, видимо, как-то повлияла. В общем, сейчас промываю в растворе соды с водой. Хорошенечко. И будем красить. В растворе соды, просто в воде. Моя задача хорошо промыть эти детали. Я их разделил. Они между собой склеились. Видите, какой-то рыжий налет здесь. Ну а на той, что потемнее, внутри видно вообще почернело. Видимо, что-то там внутри, может, было такое. Я, кстати, изнутри не очищал. Совершил небольшую оплошность, внутри не очистил. Может быть, из-за этого оно такое темно-серое получилось. Остальные после нее, без всякого перехода, светло-серые. Ребят, пробуем окрасить. Прошло пару минут. Как-то неравномерно оно окрашивается какими-то пятнами непонятными. Может, как-то я неправильно обработал? Синий не хочет окрашиваться. Сейчас для проверки окуну в зеленый. Еще раз пробую окрасить в синий. Какой-то налетик присутствует. Ну, он так себе. Похоже, передержал я эти детали, потому что вот вторые, которые дольше анодировались, они как-то еще хуже пропитываются краской. Но зато, я думаю, слой очень толстый получился, очень прочный. Ладно, продолжим эксперименты. Нам же нужно окрашивать. Это ж все хорошо, конечно, но нам нужно окрашивать. Желтый цвет, кстати, получается потихоньку. Я его уже здесь закрепляю. Вот как получился желтый. Он еще к тому же и блестит. Покрылась краской. Значит, вот эту краску можно использовать. Но нужно, наверное, по прошлой технологии делать. Что по этой мне не понравилось. Какая-то супер твердая пленка. Похоже, здесь пористость плохая. Вот. Да нет, она тоже пористая. Вообще пленка пористая получилась. Она прям счищается легко. Не получился плотный анодирующий слой. Интересно здесь как. Здесь вроде бы поплотнее. А теперь интересно, как на вот этой зеленой получилось. Ну, здесь как бы вроде бы получше. Одно из колец полежало в зеленой краске. Лежало довольно-таки долго. И оно стало фактически черным почему-то. Вот видите, как сильно влияет, если не соблюдать технологию. Ну, а это посинело почему-то. Полежало, стало синее, реально синее. Тут некоторые пятнышки белые, пятнистые. Вот такая поверхность, ребят. Безумная. Когда я его вытаскивал, оно такое не было. Это я вам точно говорю. Так, что тут еще есть что-то? Еще одно колечко тоже было опущено в зеленый. Опять же, какое-то синее стало. Очень-очень странно. Можно и вот так сделать, и вот так. Если потереть буковой палочкой, то ничего не счищается. А то может показаться, что слой совсем уж слабенький. Это ножик из быстрореза, он остро очень наточен. Он, в общем-то, любой слой счистит. Даже вот тот заводской, что я вам показывал, синенький. То есть вполне спокойно счищает. Ну вот это прикольная вообще-то вещица получилась. Вывод напрашивается сам собой. От технологии очень сильно зависит цвет. Вот это сделано по технологии производителя краски. Ну а все остальное сделано по интуитивной технологии. Странно, что вот это красиво очень получилось. Ну и желтое, в общем-то, тоже не так уж и плохо. Я думаю, если бы я по этой технологии делал, то все бы получилось вообще роскошно.
Так это мы еще, ребята, зеленку не пробовали. И марганцовку. Марганцовка тоже должна быть приятная. Вот это реальная жесть пошла. Я даже не знаю. Может, этого и достаточно? У марганцовки цвет безумный просто. Должно классно получиться. Расширяется наша лаборатория. Дополнительно еще прикупил соляной кислоты. Не написано, правда, какой здесь концентрат. Она мне будет нужна для осветления заготовок. Потому что я решил их травить. Травить буду пробовать в кроте. Здесь щелочь и должна растворяться оксидная пленка. Нормально. После травления просто дюралька может почернеть. И ее нужно осветлять в соляной кислоте. Слабый раствор надо будет сделать. Вот такие дела, ребята. Накупил еще дистиллированной воды, потому что потратил на растворение красок. Так, что еще? Еще уксусная кислота. Начитался, что в краску надо ее добавлять. В общем, надо будет пожертвовать какую-то. Я уже добавлял соду, потому что в инструкции было написано. Но мне не нравится, какой получился концентрат. Какой-то он мутный, непонятный. Сода не зашла, короче. Сейчас зарядим еще несколько алюминиевых колец. И будем пробовать анодировать. Разводим крота. В алюмишке разводить нежелательно, потому что оно его вообще-то должно растворять. Поэтому буду не в кастрюльке, вот, а в пластмассовой таре. Какое-то оно гранулированное. Надо было бы подогреть ее. Нагрел градусов до 40. И давайте пару колец, которые неудачно получились, попробуем протравить. Раз. Ну и вот это вот смылось, допустим, 2. Что я его не закрепил. И краска вымылась вся синяя. Так, ну видно, что процесс пошел. Это радует. Значит, по идее, реактив тот, что надо. Кофеечечку. Главное не перепутать ничего здесь. Итак, ребята, пошли хлопья. Вся наша анодировка слетела, получается. И мы продолжаем травить. Именно при такой технологии должна получаться та самая шероховатая равномерная поверхность. Как-то реакция бурно пошла очень. Ну вот оно как получается. Травим дальше. Заготовки почернели. Выточил еще одну тестовую заготовку. Половину протравлю, а половину оставлю как есть. Посмотрим, что будет. Так, эти пока водичку. Кислоту еще не развел. Бурная реакция какая-то. Ну и вот эту протравлю сейчас тоже. Вот так. Раз. И пусть травится. А мы пока разведем немного соляной кислоты. 5% разведу. Пока достаточно. Вылил воду с содой, потому что что-то я никак не пойму, для чего она, какой в ней смысл был. Ну, а сюда мы зальем кислоту соляную. Опустим вот эту вещь. Так, вообще, наверное, надо промыть сначала. Промываю. Вот оно такое черное получается, друзья. Прям черное-черное, и анодировать не надо. И теперь мы опускаем в кислоту. Начало активно пузыриться, должно посветлеть. Деталь подготовлена для анодирования. Буду пробовать опять американским способом. Концентрацию электролита я уменьшил. И ток уменьшу. Вот эту болванку буду 1 ампером анодировать. Так, водичечку.
дистиллированную промываем. И вперед из песни. Маленькие детальки, которые долго травились, получились реально интересные. У них блестящий цвет, и они немножко в пупырушку. Прям видно маленькие-маленькие такие, как будто бы раковинки присутствуют. Я думаю, именно эти детальки должны как положено заанодироваться. Уже предвкушаю. Но пока зарядил большую, смотрим, что с большой получится. Нужно, чтобы час прошел. Деталь, прошедшая через травление, требует меньшее напряжение, чтобы развивался ток. Раньше на 0,9 ампера где-то 19 вольт нужно было. Сейчас, видите, гораздо меньше. И процесс идет более бурно. На этот раз попробуем окрасить в растворе марганцовки. Я уже развел. Сейчас добавлю уксусной кислоты, потому что нужно это делать. Немножечко добавлю. Что она дает, не знаю. Напишите, ребят, в комментах. Может, зря я это сделал. Все как всегда. Ничего необычного. Подогреваем. В этот раз соду добавлять не стал. Не знаю, зачем ее добавлять. Я какой-то разницы не почувствовал. Почувствовал только, что хуже стало. Перестало пропитываться. И в красочку. Ты это видел? Угу, жесть. Так, ладно, пусть постоит. Такое ощущение, что не пропитывается. В марганцовке не захотела краситься. Так вот оно вроде бы все красиво. А так вот видно, что все смывается. Значит, пусть пока в водичке полежит. Сейчас мы разведем другую красочку и будем красить там. Так, ну а теперь зеленка. Ну ладно, ребят, вы что, прикалываетесь? Я зеленку в аптечку взял. Получается вроде бы отлично. Ну тут я уже полапал ее. Тут весь вопрос, как внизу получится. Сейчас прям беру эту кастрюльку и ставлю на печь. Сколько раз я не пробовал в горячую кипящую воду окунать, все равно часть краски вымывается и получается какая-то бледная фигня. Поэтому я буду кипятить и закрывать поры прямо в краске. Так можно гарантировать, что вся краска останется в детали. И все будет отлично, насыщенно и красиво. Не, ну прям вообще огонь получается. Ничего не добавлял в краску, ни соду, ни уксусную кислоту. Просто намешал краски и все. Что-то мне кажется, эти добавки, ну я не знаю, я не увидел, не уверовал в их силу. Непонятно, что они дают. Вот что получилось, друзья. Ну вы не смотрите, что оно такое красивое. Это я его только что вынул из воды. Если его протереть... Кстати, проверим, остаются ли следы. Следов не остается. Проварилось нормально, то есть. Поры все закрылись и краска там, внутри. При полном высыхании оно здесь замотовело. Здесь, в общем-то, блестящее, но цвет не такой красивый, как хотелось бы. Как вот здесь, вот, например, пока еще мокрая. Я думаю, это все зависит еще очень сильно от краски. Что зелененькая получилась нормально. Особенно там, где полированная. Здесь из-под резца, точно так же, как и вот здесь. Вот это место тоже из-под резца токарного. Ну, а здесь я протравливал. И видите, что получилось. Поверхность более матовая и менее красивая. Очистил болванку и опять заряжаю на анодирование. Вместо 50 минут анодировал 15 минут. И произвожу покрас в той же самой краске. Ой, закипает уже. Получилось значительно светлее. То есть, что же это получается, ребята? От длительности анодирования очень сильно зависит цвет получаемой детали. Видите, какая светленькая? Всего лишь 15 минут анодировал. А 50 минут уже в очень темный превращают. Краска называлась бордо. Ну вот, получился розовенький цвет. Переанодировал все кольца заново.
Это было долгое травление, это было быстрое. Сейчас мы в наш классический зеленый цвет закатаем и посмотрим разницу. Получил очень бледный салатовый цвет. Видно, что немножко отличается. Здесь более желтое. Это где больше было протравлено. Немножко играет цвет из-за этого. Так как у меня еще есть два образца, я сделал раствор покрепче. Здесь примерно в 5 раз краски больше, чем в другой бутылку. Посмотрим, что получится. Будет ли она сильнее насыщаться. При повышении концентрации цвет не стал более насыщенным. Он просто тупо стал другим. Вместо салатового он стал каким-то сине-зеленым. Такие интересные результаты. Получается, насыщенность всецело зависит от толщины анодированного слоя. Здесь было дольше и покрасилось более глубоко, более такой насыщенный цвет получился. Приступил к подготовке корпуса. Один из них заанодирую в зелененький. Так как все это дело начало получаться, сделаем это. Там, где было травление, мне не очень нравится. А вот где блестящая поверхность, гораздо интересней. Подготовил корпус. Хорошенечко его отзеркалил, отполировал. Сделать это было очень сложно. Алюминий трудно полируется. В любой момент могут возникнуть проблемы и может опять заматироваться все. Ну вот так вот более-менее отполировал, ребята. Лучше не получилось. С теми пастами, что у меня имеется, у меня один вариант пасты Гои и несколько вариантов автомобильной пасты. Автомобильная паста для полировки кузовов, она начала его матировать. Поэтому мне опять пришлось пастой Гои полировать. То есть нужно более чистовую пасту. Корпус травить я не буду. Протру ацетончиком и сразу буду анодировать. Внутри защитил каптоновым скотчем, чтобы уменьшить поверхность. И чтобы вот здесь вот не наанодировать лишнего. Ток 0,7 ампера поддерживается автоматически за счет добавления либо убавления вольтажа. Поставил таймер. На единицу площади получается 1 ампер на 200 квадратных сантиметров. Здесь 150 сантиметров площадь поверхности, поэтому 0,75 ампера. Температура рассола, то есть электролита, 17 градусов. Пока идет процесс, небольшой обзорчик, что же мне понадобилось для того, чтобы освоить немножечко анодирование. Приобрел несколько кастрюлек под разные ингредиенты. Вообще приобрел 3, не пойму, где третья. Вот она, еще одна. Далее приобрел кислоту соляную. Это разведенная. В 2 тарах. Ну и еще есть концентрат. 2 бутылочки. В принципе, расход ее небольшой. Самый маленький из всего. Далее крот и тара под него. Пока использовал 1 пакетик. Он нужен для травления деталей. Уксусная кислота. Нужно добавлять в краску, но я решил не добавлять. Вот эта краска зеленая, она нормально красит и без нее. Но вот если я ее добавлю, неизвестно, что будет. Поэтому использовать не буду. Далее я еще приобретал краситель. Вот такой. Тоже пробовал красить. В принципе, кое-что получается. Я думаю, если постараться, можно нормально им окрашивать. Марганцовкой не получилось окрасить. Эта синяя штука тоже не особо хорошо красит. Ну, а краски красят нормально. Желтую я, похоже, испортил, потому что добавил туда соды. Так было написано в инструкции к краске. Ну, а эта красная краска нормальная, не порченная. Ничего туда не добавлено. Хотя не помню, может, уксусной я и добавлял. Короче, много всего надо. Извел очень много дистиллированной воды, штук 10 таких 2-литровых бутылок и 5-литровку. Потому что все промывать, все разбавлять приходилось дистиллированной водой. Кружку вот еще взял, чтобы маленькая кипятить. Каптоновый скотч для защиты. Плюс сама установка, которая работает сейчас наверху. Плюс блок питания. Надо довольно-таки много получается добра,
чтобы анодировать. По окрашиванию вот таких болванок интересный момент. Когда мы анодируем, она холодная, она цельная, такая большая. И опуская даже в теплый раствор, она не сразу окрашивается, не сразу на себя краску берет. Вот, потому что она должна тоже прогреться. И тогда начинает активно впитывать. Я вот эту, кстати, еще не закреплял. Она какая-то такая липкая. Это все норм. Ну, еще средства обработки. Это полировальный круг на болгарке. Также паста Гои. Ну и еще вот такой пастой пробовал. Автомобильной 3М. Ну, это грубая паста. А пасту Гои я уже здесь где-то в этом бардаке потерял. Поэтому не покажу. Вот кусочек маленький остался. Вот микро. Ацетон для обезжиривания. Сода. Назначение которой я тоже не особо понял, что оно дает. А еще электролит. Получается, всего взял 4 бутылки. Сначала 2. Потом мне пришлось тот раствор вылить. Потому что что-то пошло не так. Он там начал чернеть. Электроды начали чернеть. Из-за того, что я накрывал пакетом установку. И электролит попал на нержавеющие части. Ну, то есть вот это кольцо у меня из нержавейки выполнено. Оно не должно погружаться в ванну. Вот. Ну и болты вот эти тоже должны. Если бы они были титановые и кольцо титановое, то, думаю, все было бы нормально. Прошел час. Вынимаем и несем на покрас. Серенький цвет, ничего не потемнело, не почернело, отличные новости. Так, пока не засохло, надо промыть. Хорошенечко. Так, краски мало. Добавил. Краска нагрета до 60 градусов. Процесс окрашивания идет медленно. Прошло 2 минуты. Пока только так. 4 минуты. 6 минут. 8. 10. И 15 минут. Я думаю, хватит. Буду варить прям в краске от греха подальше. Потому что иногда так получается, что краска выходит при опускании в воду. Очень странно, вроде бы как так не должно быть. Но если в краске проварить, все будет отлично, гарантированно. Кстати, вот эту я не проваривал. Ну, как-то тоже не особо она хочет. Ну, вот тут вроде бы как получилось. А бывало, что окунаешь и сразу смотришь, краска начинает выходить. Может быть, кстати, если бы вода была теплая, оно бы так и было. 10 минут варим зеленый компот. При проварке желательно не вынимать деталь, потому что она мгновенно подсыхает, и краска, соответственно, тоже снаружи подсыхает. И образуются некрасивые разводы при этом. Собрал движочек. Вот так он теперь красавчик выглядит. Остальные движки я буду в другие цвета окрашивать. Друзья! Снял это видео по чесноку ровно так, как это все происходило у меня вот здесь вот в мастерской. То есть без всяких приукрашательств, со всеми муками покупки и выбора всех этих материалов. До этого я ни разу не делал такой работы. Получилось просто очень круто, результатом я доволен, а это самое главное. Ну а как я этого добился, это уже второй вопрос. Если вам нравится такой формат, поддержите лайком. Если вам нравится формат, что вот так окунул, вытащил и уже все готово, так сказать. Ну, тогда не знаю, что делать. Тогда с этим миром что-то не так. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Ждем продолжения изготовления этих движочков. Немножко заступорился я с этим анодированием, но теперь зато я знаю, как это делается. Всем пока, ребята!